Приветствую вас на канале Wow Nails Design. И в этом видео поделюсь идеей, покажу мастер-класс на вот такой вот необычный, нежный и новогодний дизайн ноготков. В голосовании за дизайн в ближайшем видео победил голубой нежный новогодний вариант. Но также с небольшим отрывом вариант новогодней абстракции также очень многие хотели бы увидеть. И мне удалось совместить это все в одном видео. Итак, приступим. В качестве подложки ноготок перекрыт у меня серым гель-лаком. Перекрываю его глянцевым топом без липкого слоя под втирку, хорошо выравнивая. Просушиваю топ ровно 60 секунд. И вглаживаю, втираю аппликатором серебристую втирку. Все названия материалов и ссылки найдете в описании под этим видео. Излишки втирки смахиваю кистью. Получается идеально гладкий металлический серебристый ноготок. Перекрываю ноготок глянцевым топом без липкого слоя. Как правильно хорошо закрепить втирку, оставлю ссылку на видео в правом верхнем углу. И просушиваю 60 секунд. Следующий вариант дизайна. В качестве подложки ноготок перекрыт таким небесно-голубым. Я его обезжирила, чтобы не линял этот цвет, не пачкал топ. И перекрываю матовым топом, хорошенько выравнивая ноготок. Если необходимо, тонкой кисточкой дорабатываю, чтобы идеально выровнять, чтобы нигде не было никаких затеков. И ставлю сушиться на 1 минуту в лампу. После того, как топ просох, магнитным гель-лаком с эффектом кошачий глаз серебристого цвета прорисовываю волну и магнитом делаю блик. Промежуточно просушиваю 10 секунд и таким же образом прорисовываю вторую волну, то есть она слева направо у меня идет, немножечко как бы S-образная, я бы сказала, прям кистью из флакона. Если нужно, кистью для подмалевков дорабатываю. Делаю также опять блик, промежуточно сушу 10 секунд. И прорисовываю третью волну также кистью из флакона. Слой должен быть достаточно плотный, чтобы был как можно ярче и четче вот этот вот блик. Магнит подставляю, вывожу этот блик и хорошенько просушиваю кошачий глаз 60 секунд. После этого прям в кошачий глаз, как правило, он без остаточной липкости, этот гель-лак, втираю втирку единорог или она же радужная. Если ноготок уже остыл, то есть он не сразу из лампы, не теплый и втирка в него не втирается, то можно протереть ноготок салфеткой, смоченной в спирте либо обезжиривателе. И после этого втереть втирку единорог. Я кистью тщательно смахнула излишки втирки и теперь сделаю вот такую вот обводку с серебристыми блестками. Я прорисовываю как бы вверху у меня потоньше в самом начале получается эта обводка, эта линия, даже не знаю, волна тоже такая получается, а к низу она уже пошире, то есть сверху тоньше, к низу пошире. Только с одной стороны обвела, вот таким образом получаются такие волны. Просушиваю их 30 секунд, ставлю каплю глянцевого топа без липкого слоя. Лучше взять топ погуще, поплотнее, чтобы он не растекался, им будет удобнее перекрыть вот эти вот волны наши стиркой и блестками. Также для удобства, чтобы топ не растекался, можно промежуточно просушивать каждый элемент по 10 секунд. Я перекрыла все волны топом и окончательно просушиваю 60 секунд. Следующий вариант дизайна в этой же технике. Ноготок также у меня перекрыт голубым гель-лаком и матовым топом. Наношу кошачий глаз с серебристым оттенком. Также кистью из флакона, вот такой вот волной. Сначала достаточно тонким слоем обрисовываю как бы форму этой прорисовки, этой волны, а затем уже наставила каплю и, если необходимо, тонкой кистью распределила, довела. Подставляю прямоугольный магнит, тем самым вывожу вот этот вот блик, чтобы он был более яркий, более отчетливый и поближе к контуру самой волны. Этот блик все равно как-то гуляет, советую смотреть на него под прямым углом сверху. Просушиваю кошачий глаз минимум 30 секунд, 30-60 секунд и вглаживаю втирку единорог. Печально, но, к сожалению, камера не передает всей этой красоты. Внутри, как звезды, мерцает вот этот вот блик кошачьего глаза, а сверху действительно как радуга переливается втирка. Излишки втирки смахиваю кистью и серебристыми блестками, как и в предыдущем дизайне, чтобы ноготки эти все сочетались, подходили друг под друга. Также прорисовываю такую же волну, похожую, как у меня прорисована она была кошачьим глазом и вот этой втиркой втерта. Повторяю этот орнамент. У кутикулы, у боковых валиков дорабатываю, чтобы не было нигде никаких пробелов. Просушиваю 30 секунд. Перекрываю глянцевым топом без липкого слоя вот этот фрагмент с блестками и втиркой.
Топ будет лучше, удобнее взять поплотнее, погуще, как раз подходящий для перекрытия втирок и обычно слайдеров. Очень красивое, залипательное такое контрастное сочетание вот этого матового голубого и серебра, глянца и вот этой вот втирки. Просушиваю 60 секунд. И далее линейной кистью, все названия, ссылки материалов, инструментов найдете в описании под видео. Делаю обводку, провожу по контуру вот этой вот волны с втиркой. Достаточно тонко, но плотно, без проплешин. Промежуточно каждую линию, каждый элемент можно просушивать по 10 секунд, если боитесь ошибиться. Можно дизайн уже завершить и на этом этапе, тоже достаточно красиво, но я просушиваю эту краску 60 секунд. Таким же образом прохожусь, делаю обводку у предыдущего ноготка, где я прорисовывала 3 волны. Также где у меня втирка, обрисовываю по контуру серебристой вот этой краской. Просушиваю 60 секунд и теперь буду втирать в эту обводку серебристую втирку. Аккуратно вглаживаю, втирки достаточно на аппликаторе, не жадничаю. Пока втирала втирку в первый ноготок, второй ноготок досох, и таким же образом также в него втираю втирку. После того, как втерла втирку во все вот эти обводки, контуры серебристые, излишки втирки смахнула кистью и теперь перекрываю глянцевым топом без липкого слоя. Кисть лучше взять потолще, не самую тонкую для подмалевков. Перекрываю промежуточно, также можно просушивать каждый элемент. И окончательно просушиваю 60 секунд. После того, как ноготки просохли, даю им некоторое время остыть и протираю салфеткой смоченного обезжиривателя от остатков втирки. Безумно красивое, эффектное, иначе как залипательное это сочетание не назовешь. Вот эти вот искры, блеск кошачьего глаза, такая жемчужность, как звезды внутри, и сверху радужная втирка, действительно переливы такие, все цвета радуги. Плюс вот этот вот металл, серебро, и все это на нежном, замшевом, небесно-голубом. Это просто какое-то бомбическое действительно сочетание, подходящее в принципе для морских дизайнов и для Нового года тоже. Вот такое вот нежное и эффектное залипало у нас получилось. И наконец-то подобрались к прорисовке девушек на ноготках. В качестве фона ноготок перекрыт у меня небесно-голубым, я его обезжирила, хорошенько забафила. Это необходимо для того, чтобы простой карандаш хорошо рисовал на поверхности. Вытерла от пыли и простым карандашом прорисовываю эскиз. Лицо девушки прорисовываю, отступив несколько миллиметров от свободного края и где-то до середины ноготка. А в общей сложности вся голова девушки занимает примерно 2/3. Прорисовав эскиз, на палитру наношу гель-лаки для прорисовки. Это пудра розовый, серый, черный гель-лак и белый гель-лак. Вот такие вот цвета гель-лаков нам понадобятся для прорисовки. В процессе я уже буду добавлять топ и остальные какие-то гель-краски. Далее расскажу. Итак, прокрашиваю прям кистью из флакона, можно прокрасить лицо. Да, это не прям по контуру неровно. 30 секунд просушила, потому что дальше я просто закрашу другими цветами гель-лака. Далее серым кистью для подмалевков закрашиваю волосы. Слой гель-лака должен быть плотный, без проплешин, но не сильно толстый, чтобы просох хорошо в лампе. Я прокрасила серым гель-лаком волосы, и теперь пудра такой бежево-розовый смешала немножко серым с черным. Получается такой как-то темно-коричневый. Обрисовываю примерно овал лица девушки. Таким образом я понимаю, где шея, где мне нужно добавить, закрыть волосами, может быть, какие-то фрагменты. Обрисовала и теперь набираю топ и топом размываю вот эту вот границу подбородка девушки, тем самым придаю объемность. 10 секунд промежуточно просушиваю, затем смешиваю черный гель-лак с топом и этой же кистью для подмалевков буду делать тени. Прокрашиваю с боков, справа и слева от лица девушки, как бы внутри, внизу под волосами. Вот такие вот тени, чтобы придать объем волосам. Добавлю еще немножко черного в серый, бежевый, смешанный. Проведу под подбородком, чтобы придать еще больше объема лицу и вот этой границе подбородка. И также топом размываю, делаю тень
под подбородком по шее. Таким образом и создается визуально, что подбородок, лицо выступает как бы вперед, а шея затемнена. Закрашиваю здесь необходимо, довожу вот эту тень. Здесь получается волосы, более тонкая шея должна быть у девушки. Как бы уже прорисовав, я вижу, где чего не хватает. Просушила 10 секунд промежуточно, смешиваю серый и черный. И таким достаточно темно-серым по контуру обвожу волосы, прорисовала рядок и провожу немножечко как разметающими движениями от самого рядка, чтобы придать вот такую объемность волосам. По всему полотну волос я провожу, как бы растирая этот гель-лак, и таким образом получается как бы отдельные волоски. И по контуру также волос пройдусь, чтобы была граница, но граница не четкая, а такая размытая. Промежуточно просушила 10 секунд. И теперь гель-краской для поверхностного дизайна, она без липкого слоя, М-паста. И кистью для подмалевков хорошенько прижимаю, и вот такой вот волной, получается, я как бы обтираю кисть, прорисовываю таким образом как бы пряди волос. Сначала по контуру этих волос, начиная от рядка и кончиком. Промежуточно просушила 10 секунд. И теперь таким же образом уже по центру, там у меня где не докрашено было, закрашиваю такими же как бы мазками. И таким образом очень легко и быстро получается действительно такой живой объемный волос. Я закрасила всю площадь волос, просушила 10 секунд. Теперь тонко линейной кистью добавлю по контуру вот такие как бы отдельные пряди, волоски, что придает большую контрастность, живость, что ли, я бы сказала, этим волосам. Достаточно густо краской обвожу, линии тонкие, но при этом очень плотные, такие густые. Это паста, и она в любом случае ложится очень густо. Просушиваю промежуточно дизайн. И намешанным черным стопом и кистью для подмалевков продублирую рядок, немножечко его затемню, растушую. Чуть в некоторых местах пройдусь тоже по полотну. Просушиваю до конца дизайн 30 секунд и затем перекрываю топом. Я перекрываю матовым топом. Мне нравится так больше всего именно прорисовка девушек, так как их кожа как раз получается такая бархатистая под матовым топом. Хорошенько выравниваю, если необходимо, тонкой кистью и хорошо просушиваю минимум 1 минуту. Далее в качестве подмалевка кисть у меня также для подмалевков прорисовываю таким темно-серым или серо-коричневым губы. Это будет подмалевок, потому что прорисовать их дальше краской будет сложно. Промежуточно просушила 30 секунд. Далее беру краску для поверхностного дизайна и по матовому просохшему топу прорисовываю сначала нижнюю губу. Я уже знаю, где она у меня находится. Ее лучше сделать чуть поменьше, чем сам подмалевок, потому что она и так будет объемная. Промежуточно просушила нижнюю губу и повторяю то же самое с верхней. Прорисовываю верхнюю и затем уже досушиваю 30 секунд. У этой девушки я решила также прорисовать этой краской как бы корону. Может быть, это какая-то снежная королева, такая зимняя тематика. И этой же краской, гель-краска для поверхностного дизайна, она не имеет достаточной липкости и достаточно объемная и плотная. Кистью линейный страйпер прорисовываю таким образом корону. Сначала ее основание, а затем зубцы. Зубчики удобно прорисовать. Сначала наставить, отмерить расстояние, то есть между каким каждый последующий зубчик уменьшается. И таким образом прорисовала корону, просушила все ровно 1 минуту и втираю, вглаживаю в тирку серебро. Втирки на аппликаторе достаточно много, я ее как бы вглаживаю, излишки смахиваю тщательно кисточкой, аккуратно. Вот такая вот своего рода у нас снежная королева получается. И глянцевым топом без липкого слоя перекрываю всю эту краску в тирку, сначала нижнюю губу, затем верхнюю, промежуточно просушивая по 10 секунд. Также перекрываю топом зубчики короны, саму корону, промежуточно просушиваю, чтобы топ не стек. И просушила окончательно 60 секунд. Затем салфеткой смоченного обезжиривателя обтираю хорошо ноготок от излишков, остатков в тирке. Я обожаю это сочетание вот этого матового замшевого, еще нежно-голубой и вот этого стального металлического глянца. Так
Так как этот дизайн в принципе такой минимализм, можно оставить этот дизайн уже и на этом этапе, но я решила, что здесь не хватает такого как бы топаза, бледно-голубого страза. Я посередине ставлю страз на густой топ и также бульонки, смешанные с густым топом, как бы делаю обрамление, своего рода оправа к этому стразу, собственно, она и будет держать этот страз. И просушиваю. Промежуточно можно хотя бы 10 секунд просушить, чтобы закрепить на месте страз. И затем этим же густым топом без липкого слоя вокруг страза, чтобы он хорошо носился, делаю как бы бортик, просушиваю 30 секунд. И второй вариант прорисовки девушки. Ноготок перекрыт у меня в качестве фона небесно-голубым. Я его обезжирила, чтобы он не линял. И перекрываю глянцевым топом без липкого слоя под втирку. Хорошо выравниваю ноготок, так как втирка подчеркнет все изъяны. Просушиваю минимум 1 минуту и затем аппликатором вглаживаю втирка единорог, также ее называют еще радужная. Втирку я не жалею, достаточно много на аппликаторе, чтобы получить вот такой насыщенный глянцевый блеск. Излишки втирки аккуратно смахиваю кистью. Кстати, можно и оставить просто какой-то один ноготок, перекрыть просто втиркой единорог в эту подборочку этого маникюрчика. Я перекрыла глянцевым топом без липкого слоя и просушила ровно 1 минуту. Затем ноготок хорошенько тщательно бафлю, чтобы простой карандаш рисовал на поверхности. Как закрепить втирку, чтобы она носилась, на моем канале есть отдельное видео. Простым карандашом, у меня автоматический 0,5 грифель, прорисовываю эскиз девушки, намечаю. Кстати, для талантов, кто и так хорошо рисует, не обязательно прорисовывать эти эскизы карандашами, можно в принципе начинать сразу раскрашивать лицо примерно, а дальше уже гель-лаками доводить. Но у нас в качестве фона втирка, поэтому здесь лучше будет, удобнее, конечно, сделать эскиз. Эскиз прорисовала, далее закрашиваю лицо, кожу таким пудровым цветом. Хорошенько, плотно закрашиваю, чтобы нигде не было проплешин и достаточно ровный слой был. Просушиваю 30 секунд. Далее серым, также кистью для подмалевков закрашиваю теперь волосы. Это как бы тоже подмалевок волос будет. Именно вот так получается быстрее всего прорисовать такие красивые, пышные, достаточно живые волосы блондинки. Просушила серый гель-лак 30 секунд. Далее смешанный серый с вот этим пудровым обрисовываю по контуру лицо. Достаточно тонко и топом размываю под подбородком на шее. Таким образом придаю объемность уже лицу. Также вот этим серо-коричневым, серо-бежевым прорисовываю брови и делаю подмалевок губ. Они не должны быть сильно видимые, нам это нужно, чтобы потом им придать объемы вот этой серебристой краской. И брови немножечко снизу проведу. Сделаю их поярче, промежуточно просушила 10 секунд и белой гель-пастой и кистью для подмалевков обрисовываю волосы. То есть также прижимаю, как бы обтирая кисточку, прорисовываю вот такие вот волны. Сначала обрамляющие у лица волосы и по контуру волос. Удобно и более фактурно получается, когда промежуточно все-таки просушиваем по несколько секунд, чтобы вот эти волны, орнамент не стекался, не сплывался в едино. Затем прорисовываю таким вот образом косу. Такая будет у нас современная стилизованная снегурочка. Такими же движениями, как бы обтирая кисть, крест-накрест, получаются вот такие вот мазки. Когда прорисовываем эскиз, необходимо рассчитать, чтобы коса тоже поместилась. Она шириной где-то выходит миллиметров 6, а вся голова девушки занимает где-то 2/3 ноготка. Чтобы текстура волос не слилась, промежуточно лучше просушить несколько элементов и уже затем закрасить волосы в центре. Для того, чтобы добавить все же какой-то контраст волосам, тонкой кистью страйпер по контуру, чуть отступая где-то на полмиллиметра, тоненько провожу. Получаются такие как бы отдельные волоски, пряди по контуру у лица. Тонко, но достаточно плотно и контрастно должна получиться вот такая вот волна с одной стороны и с другой стороны. Сильно усердствовать не нужно и немножко по контуру волос вот таким вот образом чуть доведу, продублирую. По-моему, даже уже на этом этапе очень такая симпатяга получается. В принципе, уже можно было оставить и так.
Чтобы придать четкость косе, также по контуру обвела. И просушиваю 30 секунд. Затем перекрываю топом. Я перекрываю матовым топом, выравнивающим слоем. Да-да, мне нравится вот это золотое свечение в тирке единорог под матовым топом. Кому не нравится, может перекрыть глянцевым. Просушиваю матовый топ минимум 1 минуту. И затем кистью для подмалевков прорисовываю серебристой краской. Краска для поверхностного дизайна, повторюсь, она не имеет остаточной липкости, достаточно плотная и объемная. Прорисовываю сначала нижнюю губу, промежуточно просушиваю несколько секунд, затем прорисовываю верхнюю. Лучше прорисовывать их чуть меньше, чем наш подмалевок. Краску просушила 60 секунд и затем втираю, вглаживаю в нее серебристую втирку. Излишки втирки смахиваю кистью и перекрываю глянцевым топом без липкого слоя. Сначала нижнюю, чтобы топ не стекся, промежуточно просушиваю несколько секунд, и затем верхнюю и досушиваю 30 секунд. Просохший ноготок вытираю салфеткой смоченного обезжиривателя и очищаю тщательно от остатков втирки. Стильная девушка-снегурочка у нас получилась с такими металлическими серебряными губами. Мне не хватило изюминки, и, конечно же, я решила добавить таких вот мелких стразиков и бульоночки. Густым топом без липкого слоя прорисовала я под стразы. Восковым карандашом перенесла стразик совсем маленький и кистью для подмалевков доставила бульонки серебристые металлические. Они у меня были обвалены в топе и зафиксировала. Дизайн досушила 30 секунд, и наша новогодняя подборочка готова. Что скажете? Необычные снегурочки и снежные королевы. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, а также не забывайте подписаться на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые интересные идеи. А еще хочу поблагодарить, сказать большое спасибо моим верным подписчикам, подписчицам и вообще всех тех, кто комментирует мои видео и делает мне замечания. Благодаря вам я развиваюсь и совершенствуюсь. И до новых встреч!